В этом выпуске электрические монстры бросят вызов королям бензиновой эры. Кто окажется быстрее на дистанции 400 метров? Давай, давай, давай! Как же так? И на полпути все может измениться. 1,2 километра ледово-снежной трассы. Только ли лошадиные силы имеют значение? С одной стороны, новый энергетический фронт. С другой – классическое топливо. А на какой стороне ты? Добро пожаловать на зимние испытания Автохоум. Ледово-снежный дрэг-рейсинг. И сегодня к нам присоединился старый знакомый. Встречайте, ветеран команды Автохоум. Ну и умеешь же ты эффектно поприветствовать. Даже устроил для меня снегопад. Ну, каково тебе вернуться? Вау, я так счастлив. Это ощущение, которого так не хватало. И раньше такого масштаба не было, чтобы проводить настолько профессиональные тесты. Так чем мы сегодня занимаемся? Трек-рейсинг. Суммарно здесь 7000 лошадок. Думаю, эти бензиновые монстры должны быть невероятно быстрыми. Но я сегодня делаю ставку на электрокары. Каждый переваливает за 1000 лошадок. И они гораздо агрессивнее любых 6, 8 и 10-цилиндровых моторов. Понял? Тогда решим этот вопрос на трассе. Гонка на 400 метров пройдет с участием 2 пилотов. Каждый за рулем своего болида. Новый энергетический фронт против традиционного топлива. Сейчас узнаем, кто кого. Первый раунд. У меня сейчас активирован режим дрэг-рейсинга. Вся электроника наготове. 1500 лошадей и разгон в районе 2 секунд. Ты только послушай звук моего мотора. Через мгновение я уже ничего не услышу. Тебе остается только на месте рычать впустую. И, пожалуй, это единственная оставшаяся прелесть старой школы. А мы наслаждаемся магией движения. Ну, сейчас посмотрим. Оба участника готовы. 3, 2, 1, старт! Буксует, но мгновенно цепляется. У меня сейчас педаль в пол. Да, он реально быстрый. Электронный контроль превосходный. Пробуксовка колес практически отсутствует. Раньше у электромобилей колеса вращались впустую. А здесь вся мощь 3 электромоторов выстреливает тебя вперед. Это серьезно впечатляет. Победа далась легко. Да, быстро, спору нет. Но когда мои обороты поднялись, V10 тоже показал себя во всей красе. Надо попросить инженеров Xiaomi разработать специальную версию звука Lamborghini V10. Я буду нажимать на газ, а звук будет идти из колонок. Получим такой же эффект. Но у тебя нет удовольствия от нарастания оборотов и переключения передач. Слушай, да при таком разгоне удовольствие и так зашкаливает. Зачем мне эти развлечения с переключением передач? Достаточно и одной. Газ в пол и так до конца. Это безумно быстро. Мощь зашкаливает. Второй раунд. А сейчас я за рулем немецкого автомобиля. Электрический Гелендваген. А у меня хоть этот Янван и выглядит массивнее, но также имеет и режим дрэга, и лаунч-контроль. Давай, маэстро, попробуем. Оба участника готовы. 3, 2, 1, старт! Буксует. Даешь, да? Ноздря в ноздрю. Это очень быстро. Очень ровно идут. Совершенно непонятно, кто выигрывает.
Кажется, на старте Янван был резвее. А электрический Гелендваген действительно создает полную иллюзию бензинового авто. И звук, и вибрация – все как у бензинового мотора. Вообще-то этот Янван, казалось бы, представительский внедорожник, но едет он совсем немедленно. Это точно, и машина просто огромная. Ощущение, как от большого атмосферника. Он просто выталкивает тебя вперед, и все это невероятно плавно. Третий раунд. Должен сказать, что эти 4 патрубка, из которых валит белый дым, выглядят очень эффектно. Хотя я был уверен, что новый энергетический фронт победит, но ГТР выглядит слишком круто. Слышишь, как звучит? Теперь ты точно останешься позади. Скажи, известен ли тебе Кими Райконен? Да, и я знаю, что он также искусен и на снегу. Теперь в этой машине есть режим Райконена. Я готов. Я тоже готов. 3, 2, 1, старт! Ух ты, как буксует. Очень хорошо. Из 3 машин это самое сокрушительное поражение. Проиграл так, что даже плакать хочется. Слишком большой отрыв. Меня это задело. Ни единого шанса на реванш. Я давлю газ в пол, а электроника душит, не давая реализовать всю мощь на колесах. Мощности слишком много. Но у меня-то мощности побольше будет. И при этом на разгоне эта машина действительно великолепна. Думаю, главное впечатление от этих 3 машин даже не в их сумасшедшей мощности, а в филигранной работе электрического привода. На протяжении всего заезда после старта у меня практически не было пробуксовки. 4-й раунд. И, наконец-то, я нахожусь в суперкаре, единственном здесь среди электромобилей. Это чистейший карбоновый монокок. А у меня все еще есть лаунч-контроль и настоящий звук, причем немецкий, оппозитный. И еще молниеносная коробка передач. Да, это король бензиновой эры, но сейчас эра нового энергетического фронта. Твоя эпоха прошла. Но я все равно постараюсь отстоять честь старой бензиновой школы. 3, 2, 1, старт! Пошел! Подвеска сработала как надо, автомобиль сразу присел, и весь участок прошел просто чудовищно мощно. У моей машины мощность меньше, но на второй половине дистанции она раскрывается. Эта подвеска — невероятная штука. Перед стартом она меняет распределение веса по осям, и при разгоне по прямой колеса получают максимальное сцепление. Вот это я понимаю уровень. А вот у этого Porsche основная масса сзади, поэтому на старте он задирает нос. И мне еще пришлось самому включать вторую, чтобы побороть пробуксовку. Езда по снегу и льду действительно требует мастерства. Ладно, давай теперь поменяемся. 5-й раунд. Наконец-то моя очередь на электромобиле. Постарайся проиграть не слишком позорно. На севере Китая существует легенда. Знаешь, в чем ее суть? Ты просто жмешь газ, остальное — забота Кваттро. У меня RSQ8. А у меня 1000 лошадиных сил. Помню, как тестировал такой же автомобиль, когда еще работал в Автохоум, а я ушел почти 10 лет назад. Так что этого старичка сложно отнести к новому энергетическому фронту. Он слишком стар, мой друг. Ладно, погнали. Оба старичка готовы. 3, 2, 1, старт! Немного шлифует.
пошел в отрыв. Как же так? Видишь, у тебя электронное управление явно не дотягивает. Вау, как по асфальту. Не ожидал, что твоя машина так выстрелит на второй половине. Тяжело вести V8. Надо признать, бензиновые машины уступают электрическим на старте. У электрических идеальный контроль. На старте минимум пробуксовки. Бензиновая не сразу раскрывается, приходится ждать, чтобы получить всю мощь. Когда ты стартанул, я чуть не заплакал. Подумал, все, я проиграл. Старт был медленным, но потом держу газ, и Quattro делает свое дело. Эта машина всегда была прекрасна, просто великолепна. И как же я мог проиграть на электромобиле? Конечно, после прямой кто-то скажет, все это ерунда. А насколько они быстры в поворотах? А вот и они. Встречайте нового участника гоночной команды «Автохоум», ведущий рубрики «Топ Гир». Здорово. Здорово. Привет. Раз ты уже здесь, тогда перейдем к ледово-снежной гонке на время круга. Получается, мне нужно пройти проверку в первом официальном эпизоде гоночной команды. Именно. И за рулем этой штуки не нужно сдерживаться. Давай выложимся по полной. Значит, каждому по машине. Отлично. Тогда разгоним эти тачки до предела на этой ледяной трассе. Ледово-снежная трасса общей протяженностью 1,2 километра. 3 пилота сядут за руль Lamborghini, GTR и Porsche 911 для битвы на время круга. Сейчас подадим им пример. Это, по сути, раллийная трасса. У 911-го Turbo S здесь, по-моему, нет особых преимуществ. Его полный привод больше работает на переднюю ось, что приводит к недостатку поворачиваемости. И машина с ее заднемоторной компоновкой дает огромную инерцию на корму. Ему трудно передвигаться по узким трассам. Вам нужно постоянно ехать боком при очень больших углах скольжения. А если просто поворачивать руль, то недостаточная поворачиваемость становится слишком очевидной. Передок очень легкий, из-за этого машина не хочет входить в поворот. У Porsche 911 Turbo S хорошо сочетаются молниеносная коробка передач и заднемоторный полный привод. Вес на корме позволяют входить в поворот в управляемом заносе, полностью раскрывая суть ледового пилотажа. Однако легкий перед и узкие передние шины приводят к проблеме недостаточной поворачиваемости. Требуется точный контроль переноса веса, чтобы найти баланс. Итоговое время круга – 1 минута 17 секунд. Ну, теперь я поехал. Среднемоторная компоновка, полный привод. Он едет туда, куда я хочу. Lamborghini Huracan V10. Среднемоторная полноприводная компоновка обеспечивает невероятно точное вхождение в повороты. Хотя на высоких оборотах управление усложняется и появляется склонность к недостаточной поворачиваемости, но активным перераспределением веса можно добиться гибкости в связках поворотов. Бык свиреп и быстрее всех. 1 минута 10 секунд. А сейчас посмотрим, на что способен этот восточный воин.
Никакого сноса. Отлично вкручивается в поворот. У моей машины тяжелый зад, а у ГТР явно тяжеловат передок. Редко можно увидеть японский автомобиль, который так хорошо цепляется и гребет по снегу. Nissan GT-R с переднемоторным полным приводом на снежно-ледовой трассе в длинных поворотах демонстрирует отличное сцепление. Легким торможением стабилизируется передок, а педалью газа контролируется инерция кормы для переноса веса, что помогает проходить сложные повороты. Но на среднескоростных S-образных поворотах из-за габаритов он немного скован. Итоговое время круга — 1 минута 12 секунд. Неплохо. Один быстрее другого. Ну что, вдоволь повеселились? А где же наши отечественные суперкары? Да проще простого. На зимних тестах Автохоум машин навалом. Янван Ю9. Вау, он впечатляет. Я уже ставил рекорд на нем. Ну тогда устрой нам мастер-класс. Давай, покажи. Уговорили. Посмотри-ка, какие финты выделывает. Это уже перебор. Зимой ведь шины не нужно прогревать. Какой же классный заход. Реально чувствуется, как он прилипает ко льду. Сцепление отличное, но чувствуется большой вес. Корму немного сносит, но при этом все равно хорошо управляется и обладает достаточной мощностью. Если сравнить наши 3 машины с Янван Ю9 в плане электроники, разрыв колоссальный. Я считаю, он позволяет ехать быстро, даже если твои навыки вождения не идеальны. Это правда. Возможно, именно в этом и заключается магия китайских электромобилей. Карбоновый монокок, силовая установка с 4 электромоторами и динамическая подвеска Disus X. В скоростных поворотах подвеска Disus X, ликвидируя крены, обеспечивает фантастическую управляемость, а на извилистых участках отсутствие заноса и скольжения кормы полностью заслуга 4-моторной силовой установки. И самое главное, спасибо системе контроля тяги. Она позволяет на каждом выходе из поворота реализовать максимальное сцепление. Но сильные стороны достигаются ценой компромиссов. Эта трасса в основном состоит из поворотов с низкой скоростью и сложной траекторией. Обладая огромной мощью и весом, он смог показать лишь третье время — 1 минута 13 секунд. Будь трасса шире и длиннее, я уверен, китайский суперкар показал бы себя во всей красе. Я под огромным впечатлением. Во-первых, посмотри, как меняются модели. Раньше мы считали Turbo S и GT-R королями разгона, а сегодня наши отечественные новинки просто их размазали по льду. И дело не в том, что у них мало сил, а в том, что электронные системы у электромобилей настроены деликатнее, и наши стандарты тестирования постоянно обновляются. Хоть я и поучаствовал только в тесте на 400 метров, но его ценность чрезвычайно высока. И я невероятно рад вернуться в Автохоум. Давайте встретимся снова, найдем настоящий трек и оторвемся по полной. Мне нравится эта идея. Буду ждать с нетерпением. На этом зимние ледово-снежные испытания Автохоум подошли к концу. И мы с вами не прощаемся. Впереди нас ждут еще много новых увлекательных автомобильных тестов. Благодарим за просмотр и до новых встреч!